Мужчина только что вышел из тюрьмы, когда судьба поставила его перед выбором между жизнью и смертью, и когда он врывается в детский сад, его жизнь меняется навсегда. В один из чрезвычайно жарких дней мужчина по имени Джим бродил по пыльным, оживленным улицам с выражением надежды и решимости на лице. Он ходил от магазина к магазину, от заведения к заведению, хриплым от жары голосом спрашивая, умоляя о работе. Желудок Джима скрутило от голода, что стало постоянным напоминанием о его отчаянном положении. На те небольшие деньги, что у него были, он купил гамбургер и выпивку, понимая, что это может быть его последний прием пищи, если он не найдет работу. Бедняга медленно пережевывал пищу, стараясь растянуть ее как можно дольше, в то время как в его голове эхом отдавались мысли, смесь надежды и страха. Внутри Джима росла тоска, глубокий страх того, что ему некуда идти, что он не сможет начать все сначала. Двери всегда закрывались перед ним одна за другой, словно бесконечный коридор разочарований. И он знал, почему. Он был бывшим заключенным. Он знал, что мир воспринимает его как жестокое существо, лишенное достоинства без капли человечности. Это был глубокий след, который он нес как клеймо. Он задавался вопросом, сможет ли он когда-нибудь освободиться от невидимых цепей, которые сковывали его. Он видел проходящие мимо семьи родителей со своими детьми, которые смеялись и шутили. И какая-то часть его страдала от осознания того, что у него никогда не будет такой любви. История этого молодого человека была наполнена печалью и страданиями. Родившийся в бедной семье, этот человек с ранних лет был вынужден выполнять любую работу, чтобы выжить. Его дни были постоянной борьбой с невзгодами, непрекращающимися поисками лучшего будущего. Однако у судьбы, похоже, были на него другие планы. Когда Джиму было всего 17 лет, он устроился на работу курьером. Это казалось лучом надежды, возможностью жить более достойно. Однако в ходе одной из доставок он заплатил крупную сумму за то, о чем не имел ни малейшего представления. Он, как ни в чем не бывало, доставлял партию запрещенных веществ. Полиция следила за этой поставкой с целью поимки банды, которую преследовали в течение долгого времени. И вот тогда Джима, молодого человека с хорошими принципами, поймали с поличным. Хотя он утверждал, что невиновен, и не знал, что у него с собой, полиция ему не поверила, и мальчик был осужден. Его обвинили в участии в банде и приговорили к 10 годам тюремного заключения. Теперь, в свои 27 лет, он был освобожден не более недели назад и остался совершенно один. Семья отвергла его. Казалось, мир закрыл перед ним свои двери. Никто не хотел давать работу бывшему заключенному, потому что никто не хотел связываться с его темным прошлым. Итак, после того жестокого дня, когда он ходил из магазина в магазин под жарким солнцем, Джим так и не нашел никакой работы. Однако в тот день у Вселенной, похоже, были на него другие планы. Как раз в тот момент, когда он собирался получить окончательное «нет» от владельца кофейни, на улицах поднялась суматоха. Люди кричали, на улицах громко завывали сирены. Джим, движимый любопытством и чувством срочности, побежал посмотреть, что происходит. Неподалеку был пожар. Когда он прибыл на место происшествия, там царил хаос. Это выглядело как постапокалиптический сценарий. Огромное пламя, пожирающее все, что было в заведении. Джим пробрался сквозь толпу, которая собралась, чтобы понаблюдать за хаосом. Как только он получил более четкое представление, он с ужасом понял, что это был детский сад, поглощаемый пожаром. Испуганные крики детей смешивались с треском и взрывами, доносившимися из огня, создавая мучительную симфонию.
Пока Джим наблюдал за этим столпотворением, черная машина пробилась сквозь толпу. Из машины выбежал мужчина в костюме, на его лице были написаны ужас и отчаяние. Он бегал вокруг, расталкивая людей и крича хриплым от ужаса голосом: «Лиза! Лиза!». Он побежал к пожарным, умоляя сообщить что-нибудь о его дочери. Пожарный, весь в саже и поту, сообщил, что они вывели всех из здания. Но мужчина был безутешен. «Нет, моя дочь все еще внутри. Ради Бога, вы должны что-то сделать!» — закричал он. «Мы вывели оттуда всех детей. Проверьте, возможно, она с учителями», — сказал пожарный. Но этот отец утверждал, что его дочь все еще находится внутри здания, охваченная адским пламенем. В его глазах ясно читалось отчаяние, когда он умолял кого-нибудь спасти его маленькую Лизу. «Моя дочь. Она все еще внутри. Пожалуйста, кто-нибудь должен спасти ее». Пожарные, однако, заявили, что вернуться в здание было невозможно, поскольку оно грозило обрушиться в любой момент. «Вы позволите моей дочери умереть!» — закричал мужчина. Его слова были полны отчаяния. Джим, наблюдавший за этой ужасной сценой, почувствовал, как бешено колотится его сердце. Он знал о риске, он знал о неминуемой опасности, но что-то внутри него кричало, требуя от него что-то предпринять. И вот, в приливе адреналина, Джим побежал к пожару. Его силуэт исчез между пламенем и удушливым дымом. Это была битва одного человека с адом, отчаянная борьба за спасение невинной жизни посреди хаоса и разрушений. Молодой человек полностью проигнорировал призывы и крики пожарных, которые с удивлением наблюдали за его мужеством и отчаянием. Джим попал во вселенную ужаса и разрушения, где безжалостный огонь уничтожил все, что напоминало о невинности. Зрелище было ужасающим. Детские стулья превратились в факелы, игрушки плавились от сильного жара, все предметы были поглощены ненасытным пламенем. Воздух был пропитан дымом, и ступить было практически негде, пока бывший заключенный лихорадочно искал хоть какие-то признаки жизни, хоть какие-то признаки маленькой Лизы. Именно тогда, среди пылающих теней, он заметил маленькое бесчувственное тельце. Не колеблясь, мужчина направился к девочке, бросая вызов пылающему огню, чтобы заключить ее в объятия и снова начать отчаянный побег сквозь раскаленный хаос. «Успокойся, малышка. Я держу тебя. Мы выберемся отсюда, я обещаю», — прошептал он, кашляя, пытаясь уцепиться за надежду, что она выберется живой. Но выбраться было непросто. Потолок был в огне, повсюду образовались трещины, свидетельствующие о том, что он вот-вот рухнет. Наступил момент, когда его брюки начали гореть, и мужчина впал в отчаяние, думая только о маленькой девочке. Каждый шаг, который делал Джим, казался шагом, приближающим его к смерти, но он не сдавался. У него не было другого выбора, кроме как выпрыгнуть из окна. Мужчина понял, что находится рядом с кустами, за которыми начинался сад. Он был на 2-м этаже, поэтому подумал, что может смягчить падение, когда приземлится на них. Джим прижал маленькую девочку к себе и, подбежав к окну, выбросился оттуда. Все, кто был снаружи, оцепенели, когда дым окутал их, и было почти невозможно как следует разглядеть, что произошло. Но на самом деле произошло то, что молодой человек выпрыгнул спиной из окна в кусты, позволив девочке удержаться у него на груди, не ударившись о землю или ветки. Пожарные бросились к ним, чтобы помочь, и тогда все увидели их. Джим с Лизой на руках выглядел как темный воин, восставший из пепла. Мужчина в костюме, охваченный эмоциями, подбежал к ним и принял свою дочь из рук ее спасителя, в то время как пожарные приступили к реанимационным процедурам. Атмосфера была пропитана напряжением. Все присутствующие не сводили глаз с маленькой девочки, молясь о чуде.
И через несколько минут, вопреки всем ожиданиям, Лиза открыла глаза, и все выдохнули с облегчением. «Зачем вы это сделали, молодой человек? Вы могли погибнуть там. Почему вы рисковали своей жизнью, чтобы спасти мою дочь?» — спросил бизнесмен. Джим, глядя в глаза этому отцу, говорил со смесью боли и стойкости. «Последние 10 лет своей жизни я провел за решеткой за то, чего не совершал, сэр. Такое чувство, что моя жизнь зашла в тупик, потому что никто не хочет дать мне второй шанс. Я чувствую, что для меня все кончено. Но жизнь вашей дочери только начинается. У нее есть будущее, а мне больше нечего терять. Я был готов умереть». Отец Лизы, переполненный благодарностью, просто крепко обнял его и сказал взволнованным голосом: «Что ж, теперь у тебя есть еще один шанс». Это обещание стало лучом надежды в разбитом сердце бывшего заключенного, знаком того, что в жизни еще могут быть моменты искупления и счастья. Оказалось, что имя человека в костюме было связано с властью и влиянием. Джонатан Брук — владелец гигантской страховой компании в Лос-Анджелесе. Его состояние было хорошо известно и пользовалось уважением. Получив предложение о работе и шанс перестроить свою жизнь, Джим оказался вовлеченным в новый мир, полный возможностей и знаний. Миллионер вложил в него деньги, организовав для него курсы по финансам, страхованию и подготовку, необходимую для того, чтобы преуспеть в корпоративном мире. Бывший заключенный теперь был полон знаний и ответственности, и это придало ему сил. Он почувствовал, как счастье и благодарность переполняют его, возвращая веру в человечество и в самого себя. Его преданность делу и уникальное видение способствовали значительным инновациям и прогрессу в компании. Со временем Джонатан стал его верным другом и наставником. Их отношения переросли в такую крепкую дружбу, что они стали как братья. Джим стал неотъемлемой частью жизни их семьи, его радушно приняли в доме, и он стал почти дядей для маленькой Лизы. Он был окружен любовью, людьми, которые видели его сквозь тени прошлого, людьми, которые верили в его способность меняться и расти. У человека, который когда-то был обречен на жизнь, полную одиночества и отчаяния, теперь была необычная семья, убежище, где его ждали любовь и признание. И, глядя на свое отражение, Джим понял, что все, что ему когда-либо было нужно, — это второй шанс. Наконец-то он мог с надеждой сказать, что нашел свое место в мире. Дорогие зрители, как вы думаете, заслуживают ли люди второго шанса? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.